Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Minsk Family. Мы семья из Беларуси. Приобрели лодку в Греции. Ждем ремонта. Стоим в сухом доке на острове Левкос между Влиха и Нидри. Также вот с пирса я увидел, что стоит вот эта железная посудина, которую вы видели на первом кадре. И решил поплавать, заглянуть за нее. И оказалось, что это целое кладбище кораблей. По пути вот я пронаблюдал, что очень много рыбы оказалось в этом месте. И я был удивлен и думаю, почему у меня с собой под водой ничего нет под рукой. Поэтому во второй части видео вы уже увидите, как я тестировал приобретенное подводное ружье. К своему второму выходу в третьей части этого видео я уже сделал выводы, которыми поделюсь. Также есть добыча, как в тестовом видео, более мелкая, и уже в основном мне удалось поймать сибас, ну и вот кефаль, которая здесь наблюдалась. Поэтому все по порядку. Интересные подводные пейзажи и охота. Хорошего просмотра. Честно сказать, заглядывать внутрь всех этих подводных жителей было страшно, банально страшно. Плюс ванты, веревки, шкоты, висящие везде, они все в корягах, и когда их цепляешь спиной или ногами, немножко жутковато. Я не могу сказать, что я из робкого десятка, но это было очень трепещущее. Вот наша первая добыча моя, это блесна, которая теперь пополнит мои запасы. Еще у меня есть вопрос, возможно, есть специалисты, и я буду очень благодарен, кстати, все комментарии по советам, по тому, как, возможно, снимать более интересно, и также по подводной самой рыбалке. Если у вас есть советы, я буду очень рад их услышать, прочитать. Вот у меня на лодке как бы в наследство досталось очень много масок, я все их перемерил, но так как я ношу бороду с усами, и вот они все в районе усов протекают. Это как-то возможно решить? Если вы знаете, подскажите, пожалуйста. Вот и катамаран двойной, ну, видимо, какой-то спортивный. Были косячки, хорошие такие рыбки, маленькие, большие, по-разному. И вот заезжая за катамаран, есть два деревянных очень старых судна. Они из дерева, прям очень аутентично. Честно сказать, я вот такой плыл с голым торсом, с открытым животом было. Над ними проплывать очень страшно. Вот по пути как бы в ту сторону я даже сильно глубоко не заплывал. Когда я уже охотился в третий день, я уже как хищник, который свою территорию более-менее обходил, привык, то, конечно, я вот здесь вот сделал очень неплохую лёжку. Во второй части это будет первая добыча, точнее в третьей части здесь у нас будет первая добыча сибаса. Синий катер, который только что был на видео, он какой-то свежеутопленный, потому что ролики на нем, многие детали не из железа, понятное дело, еще в рабочем состоянии. Может быть, имеет смысл сделать вылазку, какие-то ролики поснимать, еще что-то. Но я удивляюсь вообще бесхозяйственности, конечно, в Греции. Вот так вот просто пришвартовывают один к другой. У меня есть съемка другой части, практически в самом Нидре, за Нидри Марин. Вот сухой док, и прям рядом это кладбище. Ну, это вообще как-то некрасиво, что ли. Всем все равно.
Но согласитесь, слегка жутковато. Все такие острые углы, думаешь, цепанешь где-нибудь, и тут же столбняк тебя накроет просто от всего этого. Плыву уже обратно, продолжаю встречать разную кефаль, и помельче, побольше, косяками. Понимаю уже, что ну надо с собой что-то уже, чтобы было ружье, чтобы вот прям на тебя выходит она, красиво, ничего не боится. А вот я боялся вот всех этих старых лодок. Видите, даже парус под водой просто скрученный. Ну, страшно даже заглянуть туда голову. Мне все кажется, кто-то выскочит. Было немножечко опасно. Разведка территории подходит к концу. Загорелся я покупкой ружья. В Нидре на центральной улице есть яхтенный магазин Джордж Яхт Чардж, как-то так. Там я приобрел арбалет 60-й. И как настоящий русский человек, не читая ни инструкции, никаких роликов в ютубе, взял арбалет и поплыл снова. И, естественно, как говорили умные люди, будешь плавать, куча рыбы под ногами, а с арбалетом выйдешь — никого. Вот я сделал лёжку такую, увидел вот это место, плавают вот эти рыбки, в других местах этой рыбы нету. Думаю, посижу здесь. И вот первого красавчика попытался выстрелить. Я так понимаю, моя ошибка была в том, что он шел плоско ко мне, он стал узким, и, естественно, я по нему не попал. Видимость, как вы видите, во второй части стала намного хуже. Не стала, а была на следующий день просто значительно хуже, в общем. И тогда, когда я уже начинал видеть рыбу, она уже бодро от меня сваливала. Были маленькие рыбки, которые даже недостойны были каких-то выстрелов. И как бы не так часто встречались, как в первом путешествии по этому месту. В угоду своего характера мне было неусидчивость, и мне было не сиделось на одном месте. Я начал двигаться, вот я прошел снова до деревянного двух этих лодок. Видите, вся рыбка маленькая. Это была вторая половина дня. Я уже так над ним чуть более смело плаваю. Косяк пошел уже заскучавший. Я просто смотрел, маленький, ну и решил просто выстрелить. Естественно, в холостую абсолютно. Я решил перезайти на это место, и вот снова этот косяк сделал петлю. И я выстрелил. И попал. Но рыба сошла. Рыба сошла, так как не хватило ударной мощи, и на арбалете я поставил на первое деление стрелы, и это была ошибка. Потом я заряжал только на второе. Вернувшись к большому лодку, я встал на эту точку, где вот этих малышей. И тут на меня вышли два вот этих красавца. И попал. Я очень неудачливый рыбак. Это первая моя в жизни такая существенная рыба. Не знаю, сколько на грамм, 100-200. Но я был это. Я столько просидел на этом месте, вот у этого винта. Ну, здесь на видео так не показано, но очень долго. И мне так хотелось добыть вот другого вида рыбу, эту плоскую. Но они все маленькие были, за исключением нескольких. Вот хоть что-то. Это я начал стрелять, около винтов этих крутиться. И вот, собственно,
смотрит, видите, на меня. Поняла уже, что она моя. Я уже стал очень сосредоточенным. Я, честно сказать, только сейчас на видео увидел, что вот мимо проходили достаточно крупные кефали. Но я смотрел на этот винт, вглядывался, потому что видимость была плохая. Эта камера еще чуть ближе находится к объекту. А мне было совсем плохо видно, буквально по теням. Но вот выходит одна и покрупнее. Встает ко мне боком, и я вижу ее тень. Запуталась об винт. И я понял, как хорошо, что было сбалансировано ружье, без стрелы оно всплывало даже с камерой. Несколько раз поныряв, мне удалось добыть в свой первый тестовый день. Я вот, видите, даже боюсь этой рыбы, это вообще впервые мои, опасаюсь ее. Само собой, воодушевившись результатом тестовой вылазки, я просмотрел-то YouTube на тему подводной охоты. Узнал некоторые особенности, если я вспомню, отмечу, кто давал советы. Оборудовался футболкой, чтобы если где-то что-то цепляться, перчатками, подводным ножом был на этом. У меня есть гидрокостюм здесь на лодке, но для такой просто висящей по воде я что-то не захотел экипироваться. У винта это было рассвет, 6 утра. У винта никого не стояло. Я еще 2 дня ждал погоды, чтобы была видимость. Я просматривал, смотрю мутно, не пойду, думаю, буду как первый день слепой котенок. Думаю, с утра я вот мне не спалось, пошел. И понравилось мне, конечно, побольше. Около 3 часов, 6 утра и до рассвета. Где-то вот к рассвету, это было, наверное, часов 7:30, 8, стало поинтереснее. Вот здесь выходит парочку кефалей, но я их поздно замечаю, что-то рассеянно, посмотрел наверх, промахиваюсь. В некоторых местах вот такие косячки ходили, но они достаточно маловатые. Это вот в сравнении, конечно, очень маленькие они. Это меньше, чем так, что было в первый раз. А когда мы ее почистили дома, там вообще мелочь. Кручусь я около вот этого большого, начался рассвет, и я встал с другой стороны. Рассвет светил, и по теням я пытался определить. Но рыба не дура, тени они свою не показывала. Вот я уже отчаялся, 2 часа кручусь, мелочь одну вижу, большие, наверное, спали. Возвращаюсь к деревянным этим посудинам и выхожу вот на точку. Видно, вот идет косячок от кого-то, от какого-то хищника. И выходит на меня вот этот красавец морской волк. Я офигел, ничего не тихорился, просто в шоке. Выходит он на меня и прям вот. А когда он начал трепыхаться, я думал, он все поломает. Смотрите, палку сломал, закрутился, копье это, я думаю, уйдет. Оф, думаю, ну и страшно ж хватать, сверху этот хребет, все острое. Это не то, что это самая большая рыба в моей жизни. Добыл, вернулся к большому железной лодке, думаю, ну здесь ходят вот эти плоскочи, может быть все-таки здесь что-то будет, потому что была кефаль здесь толстоватая. И иду на самом деле за вот этими плоскими рыбками по теням пытаюсь выловить кого-то покрупнее. И вышла на меня вот эта толстушка. Пока я ее снимаю, камера на ружье плавает. Вот такие кадры получает. Но я был доволен. Это на самом деле вторая и чуть больше, чем Сибас. Видите, голова большая, но когда я их потом разделывал, конечно, кефаль, мяса в ней прям много. Ну что ж, пока я чищу рыбу, сделаем выводы.
Подводная охота мне очень понравилась. Это самая большая добыча в моей жизни. А, Это несложно, особенно в море. Однозначно более интересно. Я стоял вот на этом пирсе 3 дня, кидал блесну и ничего. Нужно экипироваться. Нужно как минимум экипироваться для того, чтобы чувствовать себя более безопасно и уверенно. Нож, перчатки, освоить свое ружье, понимать, как далеко оно стреляет, плавает оно, не плавает. Мне повезло, но если ружье надо проверить, потому что на плавучесть без копья. Что касается ружья, у меня был простой арбалет, самый простой, 46 евро он стоит, мне кажется, он какой-то базовый, 60-ка. Опять же, потом прочитав, что это в целом средний, достаточно удобный для верткости арбалет, я был доволен, но мне повезло. У меня есть в рукоятке сброс вот этих веревок, нету катушки, но в целом мне, вот как вы видели, для моего уровня очень достаточно и понравилось. И опять же, была рада, что он сбалансирован. В арбалете есть одна резинка, прицепленная сверху, и снизу может быть добавлена вторая. Я так понимаю, у моего арбалета есть какая-то еще перспектива. Но обращайте на это внимание. Мне кажется, это важно, чтобы вы могли прогрессировать и развиваться в этом деле. Ну, если говорить откровенно, конечно, то многое не так. Ласты у меня были жесткие, хотелось бы помягче. У меня полнолицевая маска была, а не с трубкой. И эта маска создает такое дыхание под водой, как будто я с аквалангом. Но с другой стороны, можно хоть в тапках, в шортах, просто с ружьем залечь в любом месте и добыть рыбу for fun, и не относиться к этому супер серьезно. Поэтому мне это очень понравилось. Это классное занятие, классное времяпрепровождение и суперская добыча. Так что дерзайте, все в ваших руках. Как и к любому другому делу, конечно, надо подготовиться, прочитать какую-то матчасть, посмотреть какие-то ролики. Я говорю, очень отлично. Ребята сделали и на Черном море, снимают видео, как ловят, что ловят. Просто супер, на самом деле. Ничего сложного нету, все доступно, показывают. Супер. На обратном пути на меня напал краб. И его тоже добыл. И вот в связи с этим, по поводу краба, и вот я чищу рыбу, я подумал, что можно же вот эти остатки рыбы засунуть в какую-то ловушку. Может быть, кто-то знает и напишет или пришлет видео, как сделать ловушку для крабов, и где ее лучше поставить, чтобы, например, крабы не ходить по берегу собирать, а вот они бы сами пришли, если это возможно. Очень интересно. Поэтому, как говорил ранее, если есть какие-то советы, подсказки, как себя ведет рыба, где посмотреть, если вы будете в Греции, будем рады встретиться, пожалуйста, пишите. Если кому-то что-то нужно выяснить в этом регионе Левкос, мы здесь находимся. Я думаю, что еще, наверное, месяц точно будем здесь. Поэтому спасибо за просмотр, кто досмотрел до сюда. Всех обнял. Минск Фэмили на связи.